Всем привет! Скоро у нас стартует призыв на Митрассию, и в данном ролике разберем конкретно этот баннер, стоит ли его крутить, и предстоящие призывы, которые у нас еще будут. У нас будет баннер призыва желаний, и я расскажу, как правильно сделать выбор, что конкретно крутить, каких героев лучше крутить вам конкретно, и как в принципе не допустить ошибок и сделать именно правильный выбор, чтобы потом вы об этом не пожалели. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. По поводу конкретно Митрассии, давайте посмотрим, что у нас тут вообще за пул. Тут куча саппортов всяких, некоторые из них полезны, некоторые нет. Но конкретно сама Митрассия как бы не стоит, скорее всего, круток, потому что в принципе, даже если вы будете данный баннер крутить, это будет персонаж, который у вас просто будет лежать на складе. Не было еще такой ситуации, что она была как-то там остро необходима. У меня ее нет, но если бы она даже была, то я бы ее нигде в принципе не использовал, так как она в принципе весьма заменяемая. Также, что мне больше всего не нравится, это огромный откат ульты, 24 секунды в базе, то есть это очень долго. И в какие-то пачки именно с боссами она просто не заходит вообще никак. Из полезного только вот невосприимчивость к ослаблениям. Где-то там умирать на боссах, воскрешаться мы как бы не собираемся. Поэтому на арене, да, можно ее увидеть, но опять-таки герой заменяемый, очень много сейчас саппортов всяких полезных, поэтому далеко она там не must have, и не сказал бы, что даже на той же арене она прям заходит лучше, чем некоторые саппорты. Да, рез это, конечно, прикольно, но, увы, не всегда это нам нужно и не всегда помогает. Также по поводу ее хила, это просто длительное восстановление, это не какой-то там мощный хил, то есть пачку она держать не будет. Если где-то мы там жесткий урон какой-то получаем, то есть по факту та же Ацилия, допустим, которую проще получить, которая в сундучках бывает встречается, по факту она намного полезнее и намного чаще играет, нежели та же Митрассия. Поэтому, учитывая предстоящие призывы, а конкретно конец сезона и старт уже 8-го сезона, там очень хорошие баннеры будут, поэтому советовал бы все-таки этот баннер скипнуть. Я вообще в принципе, допустим, очень мало скипал баннеров, вообще наверное за 7 сезонов я скипнул один баннер, это был баннер с Крисосом, просто потому что он у меня уже был с пробуждениями, с артефактом. Это был за все время первый баннер, который я скипнул. И Митрассия это будет за все время второй баннер, который я реально не буду крутить. Герой этот мне вообще никак не интересен. Да, прикольно, круто все выглядит, но увы, мне он не нужен. Я лучше потрачу крутки на что-нибудь более полезное. И того же вам в принципе советую. Далее уже ситуация поинтереснее. Нас ждет баннер призыва желаний, и в нем мы сможем уже докрутить персонажей, которым нам не хватает пробуждений, которые нам нужны. Может, у кого-то вообще какого-то героя нету, и здесь уже мы можем их в принципе получить, поэтому крутки лучше потратить именно сюда. Если, допустим, у вас аура нормально укомплектована, но не хватает пробуждений на Торесию, то по поводу финалки сразу скажу, что Торесию нужно будет докручивать. Смело ставьте ее сюда и добивайте ей пробуждения, потому что на финальном боссе аура будет очень сильно нужна. Это что касаемо ауры. Если у вас уже есть 5-я Торесия и вы думаете, что вам взять уже к другим пачкам, то в принципе как поступить правильно. Стартует финальный босс. У нас будет 2 демо дня, и в день, когда нужно будет уже отбивать, как раз стартанет баннер призыва желаний. То есть ровно в день, когда нужно будет уже набивать урон и сохранять его. Соответственно, что лучше сделать? Вот эти 2 дня демо, соберите команды, 6 команд соответственно. Посмотрите на урон, который у вас набивают команды, и в принципе по урону, который ваши команды будут набивать, вы уже поймете, куда лучше все-таки потратить крутки, какие команды лучше усилить, чтобы конкретно уже на финалке выехать по урону и занять более такие топовые места, потому что именно на финальном боссе больше всего клипситры дают, и в принципе это самый такой решающий момент в сезоне, потому что можно весь сезон в принципе на воронке, не топовое место занимать на слиянии, что-то там среднее, но можно отбить финалку прям очень хорошо, и соответственно можно занять довольно-таки неплохое место уже по итогам сезона. Также будем выкладывать промежуточные там свои команды какие-то, то есть вы можете увидеть, допустим, у вас там какого-то героя не хватает, да, и вы не можете с ним команду протестировать, где-то там увидели у кого-то, к примеру, что вот с таким-то героем, допустим, там у вас яд без латера, образно говоря, либо без лавкача, это я сейчас просто привожу пример, вот, и вы
увидите, допустим, что данная команда набивает там больше урона, чем какая-либо из тех, которые вы хотели, допустим, докрутить. Соответственно, уже из этого сможете сделать вывод, что вам, к примеру, там не хватает ловкача либо латера, чтобы нанести больше урон и уже, соответственно, занимать более высокие позиции в рейтинге. Также для примера, допустим, вы хотели там разъедание своих усилий, да, но тестируя данную команду, вы видите, что она далеко даже не средние результаты показывает, а, допустим, какие-нибудь там неустрашимость, либо яд, либо вообще сбор, да. Кстати, сбор будет нормально там дамажить, я уже пробовал. Вот, и, соответственно, вы уже с того мнения, которое у вас было изначально, допустим, там докручивать Цицидис, вы принимаете решение, что лучше, допустим, покрутить себе сбор и получить команду дополнительную, которая будет наносить хороший урон, либо докрутить яд, чтобы тоже наносить хороший урон. Может, вы хотели там призыв докрутить, но протестировав команды именно уже на финальном боссе, конкретно в бою, тоже, допустим, поняли, что нет, это не то, и лучше куда-то ресурсы в другое место перераспределить, потому что есть, в принципе, герои, которые вам бы хотелось бы докрутить, и те, которые нужны, то есть это немножко разные вещи, так что нужно будет работать именно на результат, на урон, а не на какие-то там хотелки. Но опять-таки это дело каждого. Ну и также, в принципе, как работает баннер, допустим, что бы я хотел себе докрутить. Ну, к примеру, опять-таки насчет ядовички я склоняюсь именно в сторону ее. Ульвида вообще без вариантов, то есть ее 100% буду добирать, потому что ее 5-е пробуждение просто невероятно бустит урон неустрашимым. Но есть еще один такой кандидат, это Монелиса, как бы это странно не звучало, поэтому пока что еще не знаю. Я вот также потестирую первые 2 демо-дня, и исходя из урона, который будут наносить команды, допустим, яда и сбора, потому что на тестовом у меня сбор очень хорошие результаты показывал. Вот, я уже сравню непосредственно результат команды яда и результат команды сбора. И уже исходя из этого, допустим, приму решение, что конкретно я буду крутить. Будь то змея или будь то Монелиса. Ну и также будем следить еще за китайскими серверами, потому что нужно будет также смотреть в будущее и делать выводы заранее, чем мы будем бить уже нового босса ежедневного, там змей, на которого нужно 2 команды, поэтому тоже это нужно будет учитывать, то есть чем мы будем бить финалку и чем мы будем уже играть непосредственно в следующем сезоне. Также на старте 8-го сезона будет точно такой же баннер прям в первые дни, то есть там мы тоже сможем, если что, докрутить, что там нужно будет нам. Но не забывайте, что еще плюс баннер саппортовский, туда много круток нужно, баннер желаний, и где вообще столько круток брать, непонятно, поэтому заранее планируйте свои ресурсы как-то. Так, ну и давайте по приколу сейчас, допустим, ну, к примеру, да, вот все-таки змея и Кульвида. Мне еще интересно, будет ли первый герой, именно герой текущего сезона. Тут, допустим, вот выбрал я змею, выбрал Кульвиду, да, все, погнали дальше. Нам предлагают добрать еще несколько героев, соответственно, по стихиям либо молния, либо яд. Так как я выбрал Кульвиду и змею. Ну, допустим, здесь будет Агок. И, кстати, отличная возможность забрать глубинного дара. У меня он уже 5-й, но, как мы неоднократно уже убедились, данный герой прям очень неплохо играет на боссах, он их режет сильно. И данного саппорта я советовал бы прям гнать на 5-е пробуждение. Оно у него очень сильное именно на практике. Потому что по описанию это может кому-то что-то и непонятно, и может показаться, что тот прирост, который там написан, это сущие копейки. Но на практике это просто имба на самом деле. Вот поэтому, если выбираете молнию, то по-любому берите его тоже. Прям вообще без вариантов. Ну и далее, что тут еще можно взять интересного? Пусть будет вообще какой-нибудь Таривол, фиг с ним. И также из крутых саппортов, тут либо Зефи, но если она у вас вдруг уже 5-я, то в принципе тот же Стегамоффин, как бы, почему бы и нет. Я на него там мини-обзорчик делал про команду с ядом, он как бы, ну, неплохо-то подхиливает тоже. То есть если захотеть, то его можно, в принципе, какую-нибудь команду, да, прикрепить. Так что тут, в принципе, либо Зефи, ну, в приоритете в любом случае Зефи. Если она у вас уже 5-я, то, конечно, выбираем тогда Стегамоффина. Кальмар, конечно, круто, но это чисто арена, и то не во всех командах. Ну и, собственно, приписки нету здесь никакой про героев текущего сезона, поэтому давайте сейчас вот так. Также никаких приписок не появилось. Сейчас я быстро на большой скорости прокручу, я сделаю тут монтаж под ускорением и посмотрим, что нам упадет. Соответственно, если нам ничего не падает до гаранта, ну, гаранты так называют 1000, то можно до 1000 тоже докрутить, и нам упадет кто-то из этих двоих. То есть пул составляет в себя именно эксклюзивов только 2 героя, которых мы выбрали. Все, тут лишних вообще никого нет. Если мы взяли молнию, нам не может упасть там, допустим, Настенка какая-нибудь, либо Гуйнавивр, ну, конкретно из неустрашимых. Также и яд. Если мы выбрали Серпентемис, то нам не может упасть там какой-то Лавкач, либо Латер, все. То есть только эти 2 героя. Ну что, погнал я крутить.
Так, получил я Серпентемис. Соответственно, дальше, чем 800, думаю, смысла нету крутить, потому что если ничего не будет падать, то придется крутить до 1140. Кстати, в чем прикол, я так разогнался жестко, а круток-то нету. Да, дали нам что-то мало круток, но суть, в принципе, такая. Кстати, приписки таки нету по поводу героев текущего сезона, но мне почему-то упала именно Серпентемис. Короче, вот такой вот у нас обзорчик получился. Думаю, смог я до вас свою мысль донести. Ну, конечно же, выбор всегда за вами. Что думаете по этому всему поводу, пишите в комментариях. Может быть, с чем-то не согласны, всегда выслушаю. Также вступаем в телеграм-канал, все ссылочки в описании. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.